Доброго здоровьячка, хунту и хунтуборы. Мы из Украины. Что за февраль такой длинный? Никто не знает. Выключили свет, включили темноту. Надеются, что мы поднимем лапки и скажем дружно: да, вот именно правильное продолжение той фразы мы и скажем, а не то, что они там себе намечтали. На выходных постараюсь отчитаться о том, что сделано в оффлайне, пока не было света, а пока что посмотрим, что у них там вообще-то происходит, как они там побеждают. В Севастополе что-то происходит не то, на что рассчитывали россиянцы, да? Бахмут не сдается, и даже хлопцы не только возвращаются на свои позиции, но и занимают новые. Как только у россиянцев закончится подвоз, тут же придется переходить на сторону света. Может, ускорим процесс? Номера телефонов для сдачи в плен подсказать? Или все в курсе? Если в курсе, то чуть тянем. На что надеемся? В Херсоне вообще готовится чай, кофе, капучино, но не для людей, а для мобиков в домиках людей. Ну, то есть людей выселяют из своих хат, а взамен туда завозят мобиков и верят, что прокатит. Эй, россиянцы, вы правда верите, что прокатит? Что сейчас Эрдоган в голубом вертолете привезет вам сплошной эскимо? Этот хлыщ шагу не ступит без пользы для себя. Вспомните помидоры и сравните с байрактарами. Наивные. Вот сначала вы вышли из зерновой сделки. Походили, скучно. Да? Решили обратно войти. Я так понимаю, нравится сам процесс. Или вы сравнили просто флот Турции и свой и поняли, что кроме как войти и выйти, то есть походить туда-сюда, вам более ничего не светит. Да и двигаться в ритме у вас не получается самостоятельно. Все время нужно подстраиваться под кого-то и под что-то. Пока россиянцы шляются по нашим полям и лесам, у них на родине происходят такие ж точно обычные вещи, как и всегда. Если коротко, стабильность. Врут, воруют, шантажируют и кривляются. На минувшей неделе доставали всех своими бреднями. То грязной бомбой ООН пугали, то лысой Небензе привиделись биологически активные комары-вампиры. Употреблять, дядя, надо меньше. Даже невозмутимые бритты офигели от их теорий заговора, а дедушка Джо сказал, что вообще не хочет слушать сказки на ночь от плешивого на G20. Тем временем у Путина проводится тренировка по нанесению массированного ядреного удара в ответ. Следующий виток запугивания — классический глявец. Сами устраивают провокацию, сами на нее отвечают и потом с невинными глазками говорят миру: «А что такое-то?» Министр Абдурон Шойгу вместе с тамошним генштабом, видимо, предчувствуя близость перемен, решил заодно освоить новую профессию — оператора колл-центра по обзвону. Они там всю неделю обрывали телефоны во всех министерствах обороны мира и пытались впарить им чудодейственное средство противодействия против грязной бомбы. Называется «Плешивые в бункере, все в ботоксе и в перманентном макияже». Получилось не очень. Никто не согласился купить. По факту, Россия превратилась в синдикат мафиозных кланов вперемешку с религиозными фанатиками, с соответствующими замашками и поступками. Вся та хорошая русскость, та особенность русской души, ее широта, которая поражала Запад, на поверку оказалась всего лишь безграничной гибкостью, считай бесхребетностью, и не менее безграничным конформизмом, который где-то в пределе, на самом деле нет, гораздо ближе, сливается с рабской покорностью. И выходит, что на практике безграничная широта русской души превращается в безразмерность старой портовой дамы. Когда стало ясно, что гусями в вышиванках и комарами в веночках мир не испугать, Алка Делирич, в миру Медведев, заявил, мол, стабильность энергетики Украины зависит от признания правомерности требований России в рамках СВО. То есть вы нам Кемскую волость, а мы вам не разносим инфраструктуру. Ну, кто еще верит их словам? Таким можно сказать, как в школе: «Встань и вон из класса». Мобилизянство красивое. В Госдуме обсуждают законопроект, который обяжет артистов государственных театров выступать в агитбригадах в зоне СВО. Аж представил очередные поющие трусы перед обреками Кадырова. Походные бордели, в общем, заказывают. А по всей стране собирают на трусы и носки мобилизянам. Кое-где, правда, еще дарят по палке колбасы, типа «водку они и сами найдут». Госдума приняла поправки в закон о мобилизации, которые позволяют призывать резервистов с непогашенной судимостью за совершение тяжких преступлений. Теперь военкомы могут составить конкуренцию Пригожину на зонах. В Курской области похвастались 2 линиями обороны
Местным заводам ЖБК так это понравилось, что будут делать и третью. Я бы еще заминировал все между этими двумя и будущей третьей. Добро пожаловать в этот реальный мир СВОлочи. Мобилизянство коснулось не только отдельных тушек, но и экономики. В Госдуме предложили проработать сценарий внутренней экономической мобилизации, которая предполагает усиление роли государства, специфичный рынок труда, институционализацию индивидуальных предпринимателей малого и среднего бизнеса. Совок. 30-е года. НЭП заканчивается, кто еще не понял, а ГУЛАГ возвращается. Экономика. Опять красивая. Власти 6 регионов России допустили трудовую мобилизацию студентов. О такой готовности сообщили в администрациях Калужской, Курганской, Курской, Ленинградской, Челябинской областей и Чукотского автономного округа. А там и до ГУЛАГа недалеко. А уж какой резерв! Поставить школьников за станки. Ведь все равно станки с ЧПУ вскоре не будут работать из-за отсутствия запчастей. А там уж подтянутся скрепы и обязаловка, как было в советское время, выездов на картошку, на капусту и лесоповал. Ибо бритты со следующего года полностью прекращают импорт сжиженного газа из Лапкирляндии. Привет бюджету! Странно там у них. С одной стороны, они не разрешают дальнейшую разработку и добычу углеводородов в Северном море, а с другой стороны, у них уже и цены заоблачные. Может, так подталкивают свою энергетику к зеленому переходу? А не рано ли? Но в целом, экономика Запоребрича настолько оправилась от санкций и встала с колен, что вдруг обнаружила, что им не хватает 5 миллионов строителей. Ну что? Наржались с Равшана и Джамшута? Ну теперь сами, все сами, ручками. Работать, а не блудить. Что? Ручки для работы не оттуда растут? Ими бы только стиралки красть да водочку пить. Ну вот и по делам. Тамошний Минтранс считает, что неоригинальные запчасти в авиационной отрасли не снижают уровень безопасности перелетов. Летайте самолетами Аэрофлота. Оздоровление российской экономики от автопрома уже начинает напоминать массовое бегство. Уже даже Порш давит на газ. Нет, не тот газ, на другой. Россияне стали делать меньше покупок. Падение от 30 до 50% по разным видам товаров. А в Белорусском федеральном округе, давайте не будем кривляться, а назовем как есть. Предприниматели закрывают свои торговые точки из-за непонятного механизма ценообразования, когда в октябре гауляйтер Лука ввел запрет на повышение любых цен и опасения уголовного преследования. Счет идет на сотни. В ответ оккупационные власти анонсировали масштабные рейды по магазинам. За повышение цен было возбуждено десятки уголовных дел. Если в БФО, повторюсь, Белорусский федеральный округ, хотя, может, и Лыщубатский, они войдут только как часть Западного федерального, закрываются магазины, то тут сами покупатели их закрывают своим кошельком. Задолженность по зарплате зато показала позитивную динамику в 11,5% случаев и возросла до 942 миллионов. Тем временем предприниматели по нашему ФОПы просрочивают задолженности по кредитам. Покупают меньше, должают больше, того и гляди, пойдет волна неплатежей и дефолтов. Кабздон экономики. Сначала ритейл пойдет по банкротству, затем логистика и склады, а это все рабочие места и налоги. Верной дорогой, товарищи. Ну и скрепы, как они есть. Бургер Кинг начнет продавать вино в России в 2023 году. Ожидается, что вино в меню может в 2 раза увеличить средний чек. Вот у них что не собирают? Машины? Получается «Жигули». Что не собирают самолет? Получается танк. Что забегаловка быстрого питания? Получается наливайка. А в общем, обвал ускорился до 77%. Выпуск стали упал на 9%, производство удобрений на 14%, деревообработка на 20%, добыча газа на 26%, а после выхода из зерновой сделки им пообещали быстро прикрутить санкционное послабление, которое они выторговали себе этим соглашением. Может, еще это повлияло на возврат взад? Сюда же компенсацию советских вкладов. А что, кто-то еще помнит об этом? Заморозили до 26 года. В 2023 году на погашение этих вкладов было необходимо 62,7 триллиона рублей. Ах, вы все еще живы? Отжатый Тинькофф банк ограничил SWIFT-переводы в валюте в Белоруссию, Таджикистан, Грузию, Киргизию, Монголию. Добавить Армению, и получится полный список массового бегства от мобилизации. Собирались было обновить тамошний фантик, Фубль, но оказалось, что без все еще замерзающих бургеров и янки
Православные банкоматы отказываются признавать свежеотпечатанные бумажки, а у самих, смотри выше, ручки не оттуда. Ждут, пока братья-китайцы помогут, а пока новые фантики отложили до 2024 года. А так, из банков только за половину сентября случился отрицательный приток средств населения порядка 500 миллиарда рублей, и заодно и золотишко уже не хватает слитков 999-й пробы. Народ уверен в своем будущем как никогда. Тем более, что в следующие 3 года власть собирается планово сожрать 2/3 фонда нацблагосостояния. Предчувствуя отрицательное улучшение, народец предусмотрительно снижает свои аппетиты на ипотечную кабалу. Падает, говорит подлое, уже который месяц. Лучше думают отсидеться в кэше. Но нет, котики, это не дедушка будет меньше воевать, а ты будешь меньше кушать, сынок. Рубрика «Своих не бросаем». Московский суд заочно выдал санкцию на арест сына красноярского губернатора Усса, того, которого в Италии взяли за нежное по причине отмывания бабла, афер с нефтью и поставок санкционки в РФ, я так понимаю, микроэлектроники и совсем не интеловских чипов. Такую суету можно пояснить тем, что Усса-Дон готовят к экстрадиции в США. И поскольку Интерпол уже не раз показал себя во всей красе, можно не сомневаться, что у сынульки все будет норм в России. И под завершение рубрика «И дым Отечества нам». Более 15 тысяч россиян получили гражданство Армении с февраля этого года. Вот тут действительно можно сделать морду Симоньян и заявить: ну сколько там той Армении? Слава Україні! Слава ЗСУ! Ставайте донаторами пенса, підпишіться і передивіться ролик на другому каналі 24UA Pence. Зробіть і тут, і там червону пімпочку сіренькою, потім тицніть дзвоника, виберіть всі нагадування, бо більшу частину доходів каналів Пенс відправляє на перемогу, тож це і буде ваш внесок в перемогу України.